Я хочу делиться с вами не только своими победами, но также и промахами. И сегодня будет видео, которое я очень старалась, снимала, но когда почти дошла до финального результата, поняла, что получилось не так, как я задумывала. В общем, сегодня будут верхние формы, и непростые будут верхние формы, а от Ольги Архиповой это те самые, у которых есть силиконовые вкладыши. Она, кстати, первые такие формы придумала, а вот сейчас уже их очень много стали повторять и, конечно, уже сделали в Китае. Но, как говорится, от первого источника всегда должно быть лучше. Но сейчас не об этом, мы тут снимаем старые покрытия. В гостях у меня, как всегда, моя верная подруга, которая прошла со мной все самые мыслимые и немыслимые коррекции. Наверное, уже она попробовала абсолютно все и давно перестала возражать. И просто садится и говорит: ладно, делай, что там тебе нужно сегодня отснять. Поэтому мы снова делаем ей ногти. И, честно говоря, раз на раз на самом деле не приходится. Иногда мне эти ногти нравятся, а иногда совсем нет. Но одно точно остается неизменным. У нее очень тяжелые, сложные руки. И, честно говоря, за это я ей очень благодарна, потому что если бы не ее сложные ногти, тонкие, закручивающиеся, какие-то совсем неправильные, я бы, наверное, никогда не научилась делать ногти так, как умею делать это сейчас. Тут, кстати, в работе очень интересная фреза, вроде она пуля называется, но хочу сказать, что эффект от работы именно такой формы фрезы, он достаточно интересный, ведь она очень здорово поднимает кутикулу и раскрывает карман. И такое раскрытие очень удобно для того, чтобы выполнить срез. На ее руках тоже хорошо мне зашло, хотя частенько я использую, например, желтую фрезу или фрезу с красной насечкой, чаще всего с тупым носиком. Ну а здесь уже пора готовить, и, как всегда, любимые и верные пилки уже на протяжении многих и долгих лет — это пилочки от Nippon Nippers, у которых есть сменные файлы, и классно, что они на вспененной основе. Я очень люблю пилки на пенках, потому что считаю, что они пилят намного лучше, потому что они амортизируют. Тут мы немножечко снесем уголочки. У нас, вот, кстати, сначала был один план, потом стал другой. Но, в общем, как-то так, знаете, все нестабильно, все течет, все меняется. Тут я вспомнила, что у меня есть верхние формы дуэт от Архиповой. Вот так выглядит, кстати, упаковка. И там целых 4 фасона. То есть они есть разные. Есть на квадрат, есть на миндаль, есть на арочный миндаль. В общем, я считаю, что мы неправильно здесь выбрали форму. Так как у моей подруги очень узкие ногти, конечно, нельзя было брать вот эту форму. Широковато все это вышло, несмотря на то, что по точкам в рост встала. В общем, результатом я оказалась очень недовольна, но давайте посмотрим, что же я сделала не так. Сначала все было правильно. Я, помните, язычок приклеила, замешала вот эту красивую пыль, которую нашла. В общем, план по мне был вообще классный. Можно сказать, даже гениальный. Очень красивое цветовое решение. Но меня, знаете, что смутило? Меня смутил вот этот момент. То есть мы должны выложить здесь на кончик гель и его заполимеризовать. То есть мы создаем сейчас тут улыбку. Все классно, примеряем, вроде бы все нормально. То есть на каких-то ногтях мы делаем одну улыбку, на каких-то другую. Вот здесь у меня еще были цветочки, которые мне показалось, что подходят по цвету. И я их присушила фонариком. Кстати, берите на заметку лайфхак, потому что по-другому такой крупный и не гнущийся декор вообще, наверное, никак не зафиксировать. Если только еще одной формой сверху прижать. В общем, здесь у нас были цветочки, блесточки. И вот мы снимаем нашу силиконовую вкладку. И, в общем-то, у нас получается хорошая, красивая, чистая линия улыбки. Дальше мы выкладываем акригель. И тут тоже все красиво. Хотя, конечно, есть нюанс в плане того, что если вы работаете вот такими формами, называть будем их дуэт, то нужно обязательно с ложа полигель все-таки натянуть немного вниз. И вот если вы захотите прозрачный свободный край делать, это вызовет проблему. А если полигель не натянуть, то по точкам в рост и усикам он просто у вас не встанет. Там форма не приклеится. Вот тут мы ее пытаемся припарковать, в итоге поставили. А дальше после снятия я поняла, что все пойдет совсем не по плану, потому что улыбку я полимеризовала до этого, а ложе сейчас, это значит, что поджатие у меня будет неполноценное. Вроде как ложе жмется, а вот улыбка совсем нет. В общем, на ее ногтях это не смотрелось, хотя, забегая вперед, хочу сказать, что ногти она относила, как всегда, месяц. Она вообще их всегда носит с радостью и благодарностью. Ей, в принципе, все нравится.
нравится, и она особо не видит какой-то там прям глобальной разницы. Она говорит, ну, ногти и ногти, в общем-то, там цветочки, блестки, вроде все красиво. А мне за такую работу было стыдно, и я даже ей сказала, главное, не говори, что это делала я. Но прошло время, и я подумала, почему бы мне не поделиться вот таким результатом работы широкими ногтями, которые смотрятся непропорционально, потому что я хочу, чтобы вы понимали, что не у всех и не всегда все получается с первого раза. Многому нужно учиться, и это абсолютно нормально. У меня тоже случаются неудачи, правда, иногда я записываю их на видео, и вот в какой-то момент может прийти странное желание поделиться таким результатом моей работы. Тут, кстати, хороший лайфхак – это нанесение матового топа с помощью кисточки от геля. В моем случае кисточка Кавер от Юлии Белей. Очень прикольная кисть, я прям ее люблю всей душой, эту кисточку, потому что она эластичная и дает возможность наносить как цветники, так и топы. А топ матовый должен быть нанесен очень-очень тонко. Но вот здесь прекрасно видно, насколько широкие получились ногти. Поэтому верхние формы нужно выбирать правильно. Учитесь, пожалуйста, проходите курсы, потому что одних видео в интернете на самом деле недостаточно. Ну а я пойду пересматривать онлайн-курс по верхним формам.